Итак, мы остановились на формулах для остаточных членов, для остаточного члена, формулы Тейлора для производной функции. Давайте вспомним, при каких условиях мы эти формулы вывели. При каких условиях мы эти формулы вывели? Мы требовали, чтобы функция была определена на промежутке x0, x. x0 не обязательно находится слева от x, для удобства будем так считать. И на этом промежутке f n раз непрерывно дифференцируем. N раз непрерывно дифференцируем на таком промежутке. Кроме того, f имеет n плюс первую производную в интервале x0, x. Легко запомнить эти условия, если сравнить с условиями теоремы Лагранжа или теоремы Каши о конечных превращениях, которые мы использовали. Там тоже. Там только было все для первой производной. Вот. Значит, надо было, чтобы функция была непрерывна на сегменте и имела производную, даже не обязательно непрерывную, на интервале. Ну а здесь мы теорему Каши применяли к этой производной. К этой производной, некоторой функции. Ну, значит, надо, чтобы эта производная была непрерывной на сегменте и имела, в свою очередь, производную, которая относительно исходной функции будет n плюс первой производной, вот на интервале. В этих предположениях мы представили функцию f в точке x, но видите, x может быть какой угодно, да, в этих пределах. Я могу взять x ближе к x0. Фактически я получил представление на каком-то промежутке около x0. f какая производная в точке x0 поделить на k факториал x минус x0 в степени k, где k меняется от 0 до n, плюс остаточный член. Я сразу запишу этот член в форме Лагранжа, его легче всего запомнить, и нам сегодня он как раз именно эта форма пригодится. То же самое, только для k равного n плюс 1, и производная берется в некоторой точке на интервале от x0 до x. Плюс f n плюс 1 в точке c поделить на n плюс 1 факториал. А тут x минус x0 по-прежнему плюс 1. Си некоторая точка, принадлежащая интервалу x0, x. Ну, то есть там, где как раз n плюс первая производная и существует. Вот. И это означает, что мы можем с некоторой точностью приблизить функцию f многочленом n-того порядка. При этом погрешность, видите, она определяется поведением n плюс первой производной, но шансы на то, что она будет небольшой, велики, во-первых, за счет факториала, а еще, во-вторых, потому что, видите, x минус, если мы возьмем x близким к x0, то за счет возведения в степень мы получим малую величину. То есть, вот если мы будем брать небольшие промежутки, то этот член гарантированно будет маленький. Но если, конечно, производная себя не очень плохо ведет. Вот в случае, когда x близок к x0, можно получить еще одно представление остаточного члена, наиболее короткое, легко запоминаемое и настолько же полезное, вот как и член формы Лагранжа. Давайте сейчас мы это представление получим. Теорема.
π через e. Математика такой итальянский. С остаточным членом в форме π. Обратите внимание на небольшое изменение условий, которые накладываются на функцию f. Значит, мы требуем только вот это. Пусть f n раз непрерывно дифференцируемо на сегменте x0, x. Вот это условие мы не требуем, нам n плюс первая производная просто не нужна. Тогда справедливо такое представление формулы Тейлора. Основная часть абсолютно такая, даже переписывать не хочется. Да? Плюс О малое от x минус x0 в степени, как? В степени О малое, когда x стремится к x. То есть вот это приближение нашей функции многочленом n-того порядка отличается от исходной функции на величину бесконечно малую по сравнению с n-той степенью вот этой разности. Вот если такое представление взять, то мы увидим, что формула Тейлора является полным обобщением определения дифференцируемости. Потому что, давайте вспомним, что такое дифференцируемая функция. Если некоторая окрестность f от x представима в виде f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс O малое от x минус x0. Вот что это такое? Это наша сумма, у которой взяты просто два слагаемых, два члена. K равное нулю и k равное единице. Ну и тогда здесь как раз и будет O малое от x минус x0. Правда, когда мы определение дифференцируемости писали, мы не требовали, чтобы производная была непрерывной. На самом деле в этой формуле тоже условия можно было ослабить, просто легче доказать, если потребовать, чтобы функция f была n раз непрерывно дифференцирована. Так что это вот обобщение свойства дифференцируемости функции. Здесь мы аппроксимируем функцию чем? Линейной функцией. И говорим, что эта аппроксимация хороша, поскольку вот эта часть, эта погрешность убывает быстрее, чем x минус x0. Но эта аппроксимация будет еще лучше, потому что в этом случае погрешность убывает быстрее, чем x минус x0 в степени n. Да? Возьмем мы x на расстоянии 0,1, да? Тогда здесь будет опять же порядок, условно говоря, 1/10 погрешность. А если n мы возьмем равным 10, тогда надо будет 1/10 возвести в степень 10, и уже будет там единичка с 10 нулями. Да? Но правда, это можно сделать только если функция имеет требуемое количество производных. Так что чем функция более гладкая, тем ее лучше можно приблизить многочлены. Да? Тем будет меньше погрешность. Но правда придется брать многочлены высоких степеней, да? Чтобы была хорошая аппроксимация. И все это в малой окрестности, конечно. В малой окрестности. Ну, давайте докажем. Мы вот что сделаем. Смотрите, если у нас функция f n раз непрерывно дифференцируема, то мы можем воспользоваться вот этой формулой, взяв на одно слагаемое меньше.
Здесь тогда будет k от 0 до n минус 1, все будет хорошо, а здесь будет n-тая производная. Для n-той производной все тоже будет хорошо, потому что она не просто существует, а еще вдобавок является непрерывной. То есть все условия выполнены. Значит, запишем формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для n-1 слагаемого. Для n-1 слагаемого. Получим f от x равняется сумма k от 0 до n минус 1, f от x0, k факториал x минус x0 в степени k, плюс fn производная от psi поделить на n факториал x минус x0 в степени n. Это мы знаем. Кси. Давайте теперь займемся кси. Кси принадлежит интервалу x0x. Вот у нас какой-то промежуток. И вот где-то тут находится кси. Где мы не знаем. Но обязательно такая точка существует. Что будет, если я x буду изменять? x0 я зафиксирую, а x я, скажем, буду уменьшать. Если я их буду уменьшать, то кси, естественно, тоже будет изменяться. Каким-то образом. Я даже не утверждаю, что она тоже будет уменьшаться. Да? Она может оказаться и левее своей позиции, и правее. Мы не знаем, как она себя ведет. Но как-то она себя ведет. То есть кси мы можем рассматривать как функцию от x. Когда меняется x, значение кси меняется, то есть это функция. О ее свойствах мы ничего не знаем. Она не обязана быть ни непрерывной, так, никакие свойства нам неизвестны. Но мы знаем одну вещь, смотрите. Поскольку всегда справедлива такая оценка, я же имею право тут от x написать, да? Что будет, если я x устремлю к x0? Перейду к пределу. По теореме о переходе к пределу для функции в неравенстве мы получаем, что куда можно стремиться к кси от x? Мне некуда деваться, только x0 будет, правильно? Напоминаю, что когда мы переходим к пределу, строгие неравенства надо заменить на нестрогие, то есть тут никаких противоречий нет. Вот единственная точка, которая может быть у кси от x, когда x стремится к x0. Итак, мы не знаем ничего о свойствах функции кси, но мы знаем одну вещь, очень важную, что кси от x стремится к x0, когда x стремится к y. А к чему тогда будет стремиться n-тая производная кси? Я тут давайте тоже x напишу, когда x стремится к x0. Вот это мы можем определить? Смотрите, это фактически суперпозиция. Да? Причем суперпозиция, в которой о внутренней функции мы не знаем ничего, кроме самой важной вещи, что вот как раз когда x стремится к x0, кси от x стремится к x0. Зато о внешней функции мы знаем очень много. Она является непрерывной. n-тая производная непрерывная. Мы специально доказывали теорему о пределе суперпозиции в случае, когда внешняя функция является непрерывной. Как ее мы могли коротко сформулировать? Что предел можно вносить под знак непрерывной функции. И вот это мы и сделали. Значит, по теореме о пределе суперпозиции, в случае, когда внешняя функция непрерывна, мы можем внести предел под знак вот этой непрерывной функции. Ну и вот получаем, что это будет fn от x0. Как это можно еще записать? Это можно вот так записать. Давайте мы через альфа от чего? От x обозначим f
n-ую производную от xi от x минус f n-я производная точки x. Что можно про альфа сказать, если x стремится к x0? Альфа будет стремиться к нулю. Вот это вот стремится к нулю, когда x стремится к x0. Мы только что это получили. Но и опять же, я могу здесь x и не писать. Да? Мы можем просто постоянно помнить, что xi это некая величина, которая от x зависит. Да? Ну и вот, если это все учесть, то я могу записать, что f от xi, n-я производная, есть f от x0 плюс альфа от x, причем альфа от x стремится к нулю, когда x стремится к x0. Вот результат наших недавних построений. Я получил представление f от xi через f от x0 плюс что-то малое. Понятно? Тут, конечно, n-я производная. Обязательно. Мне это удалось, потому что n-я производная непрерывная. Ну и вот, конечно, я использовал вот это свойство xi. Так, ну, а теперь смотрите. Воспользуемся этим представлением в формуле для остаточного члена в форме Лагранжа. Я вот fn от xi заменю на это выражение. Ну, честно говоря, еще раз переписывать не хочется, но давайте я перепишу все-таки. Значит, здесь будет n-я производная в точке x0 поделить на n факториал x минус x0 в степени плюс альфа от x поделить на n факториал x минус x0 в степени n. Это слагаемое ничем не отличается от остальных слагаемых нашей исходной суммы. Это слагаемое соответствует k равному n. И поэтому я могу его включить в эту сумму, поменяв верхнюю границу изменения k. Вот что я получу. Здесь, в этом слагаемом, смотрите, вот это все. Это какой-нибудь там альфа с волной от x. Как она себя ведет, когда x стремится к x? n фиксировано. n фиксировано. n мы не меняем. Это некая константа. Значит, поскольку альфа от x стремится к нулю, то альфа с волной от x тоже стремится к нулю, когда x стремится к x. А вот еще тут такой множитель остался. Да? Значит, мы получили представление этого члена как альфа с волной от x на x минус x0 в степени n. Это в точности определение О малого от x минус x0 в степени n. В силу того, что это альфа стремится к нулю. Так что вот это все есть О малое от x минус x0 в степени n. И мы получили то, что хотели. Эта теорема гораздо проще, чем предыдущая. Мы просто представили fn от xi в виде fn от x0 плюс маленькая добавка. Мы это смогли делать в силу непрерывности fn на данном промежутке. Ну вот. Как я уже сказал, можно эту формулу доказать при менее сильных требованиях. Ну, то есть можно, например, не требовать, чтобы
n-то производная была непрерывной. Чтобы она просто была. Этого достаточно. Вот. Но в этом случае нам доказать проще, потому что мы можем использовать представление остаточного члена формулы Лagранжа. Ну и теперь, имея такой замечательно короткий способ записи формулы Тейлора, мы можем рассмотреть примеры разложений некоторых элементарных функций по формуле Тейлора в точке 0. Это самые распространенные формулы. Вот один из моих любимых вопросов дополнительных на экзамене — это вот перевести ту или иную формулу для конкретной функции. Придется вам их выучить. Я могу об этом спрашивать и на следующем экзамене. Я буду спрашивать, пока вы наконец не запомните. Это очень полезные факты. Они, кстати, перекрывают все те эквивалентности, которые вы изучили. Вот зная эти разложения, вам уже не надо специально разбирать эквивалентности, потому что все они вытекают из этих разложений. Так, ну что ж. Первая, самая простая. Е в степени. Получим ее разложение в окрестности нуля. Кстати, обратите внимание, если у нас и слева, и справа от точки x0 определена функция, то мы вполне можем рассматривать это представление на каком-то в какой-то окрестности x0, не обязательно лево или право. Да? Просто рассмотреть иксы, которые отличаются от x0 на какую-то величину. Меньше там, d. Меньше или равно. Иными словами, мы можем взять иксы как слева, так и справа от x0, и формула будет верна. Лишь бы вот на этом сегменте, вот на всем этом сегменте от x0 до x у нас функция была один раз непрерывно дифференцирована. Вот, значит, в окрестности нуля давайте посмотрим, как разлагается экспонент. Мы должны найти ее производную. Ну, о нем тоже легко дифференцировать. N-то производная, когда x равняется нулю. Это всегда единичка. И нулевая производная тоже единичка. Значит, здесь мы должны всюду писать единичку. Здесь x0 обращается в 0. И мы получаем 1 плюс x квадрат пополам плюс x куб на 3 факториала плюс и так далее. Давайте n-ный член запишем. X n степень на n факториал. Если мы пишем равенство, то мы обязаны еще приписать остаточный член. Вот в самом простом виде. Плюс o малое от x в степени n. Я не буду постоянно писать, что это o малое, когда x стремится к нулю. Один раз напишу. Вместо всего этого я могу написать сумму k от нуля до n x k поделить на k факториал. Но плюс o малое я все равно писать должен, да, если я хочу записать здесь равенство. Я полагаю, что вот когда вы будете такие формулы писать, лучше начать с записи нескольких членов явным образом. В принципе, может быть, мне этого и хватит. Я буду так рад, что вы вот эту формулу вспомнили, что я уже не буду от вас этот член требовать. Да? Вот. Ну, конечно, лучше бы, если бы общий член тоже могли написать. Да? Вот первая формула. Вот первая формула.
Вторая формула. Синус. Производная синуса. Но производная синуса мы эту производную записываем, так? Но особой радости она нам не доставит. Давайте мы просто отдельно посчитаем первую, вторую, третью и так далее. Значит, первая производная синуса в нуле – это косинус x в нуле. Это что? Единичка. Ну, кстати, нулевая производная равна нулю. Сам синус в нуле равняется нулю. Вторая производная в нуле. Это надо продифференцировать косинус. Косинус будет минус синус. Минус или не минус, все равно это будет 0. Ну, я, конечно, могу это написать. Минус синус x, x равняется нулю, это 0. Третья производная. Теперь надо дифференцировать минус синус x. Это будет минус косинус x в нуле. Это будет минус единица. И, наконец, четвертая производная в нуле. Минус косинус дифференцируем. Получается просто синус. Мы приходим к исходной функции. И это тоже получается 0. После этого все чередуется. Опять потом получается 1, потом 0, потом минус 1, потом 0 и так далее. Что мы видим? Мы видим, что вот в этой формуле пропадают все слагаемые с четными значениями k. 2, 4, 0, кстати, пропадает, потому что 0 это тоже четное значение. Остаются слагаемые только с нечетными степенями. Остаются слагаемые только с нечетными степенями. Причем самая первая слагаемая имеет коэффициент единичку. Просто x. Да? Следующая слагаемая для третьей степени имеет минус единичку. Но не забыть, конечно, про факториал. X минус x в кубе на 3 факториал. Следующая слагаемая x в пятой степени. Но x в пятой тоже будет иметь знак плюс. Плюс x в пятой на 5 факториал, минус x в седьмой на 7 факториал, плюс и так далее. Плюс и так далее. Вот. Здесь удобно в качестве общего члена записать степень явно нечетную. Да? То есть написать здесь x в степени 2n. Ну, тут или минус 1, или плюс 1. Не знаю даже, что лучше. Ну, пусть будет минус 1. Минус 1. Тогда внизу будет 2n минус 1 факториал. И знаки еще нужно будет учесть. Знаки еще нужно будет учесть. Минус единица. Или в степени n, или в степени n минус 1. Это зависит от того, вот как мы записали показатель. Надо просто первое значение посмотреть и определить, что же там будет. Значит, если n равняется... А давайте мы плюс напишем. Плюс будет немножко... Это вам легко исправить будет. Вот. Значит, n у нас тогда будет от нуля изменяться. От нуля. И как раз первое слагаемое для n равного нулю имеет знак плюс. Значит, минус единица будет в степени n. Потому что в нулевой степени это как раз будет плюс. Так, плюсу малое. Вот что я могу написать в качестве малого? Могу написать, конечно, не сильно задумываясь, x в степени 2n плюс 1. А могу. А могу написать x в степени 2n плюс 2.
Потому что у нас-то следующее слагаемое тоже я могу взять, и это будет нулевое слагаемое. То есть фактически я тут записал еще и слагаемое x в степени 2n плюс 2, просто у него коэффициент 0, и поэтому его писать не обязательно. Но я его, предположим, учел. Тогда я могу именно для этого слагаемого и у малое написать. Эта добавочка просто показывает, что убывает еще быстрее, чем если бы мы вот только это слагаемое учили. Вот на единичку в показателе можно взять больше. Но это не так важно. Напишите 2n плюс 1, тоже будет правильно. Тоже будет правильно. Вот разложение синуса. Вот разложение синуса. По нечетным степеням. Что вы только не пишете. Что вы только не пишете, когда я вас про синус спрашиваю. Смотрите. Во-первых, в нуле чему равняется синус? Ну вот это, конечно, знать надо. Тут я вам ничем не могу помочь. В нуле синус равняется нулю. Да? Поэтому никакие единицы тут писать не следует, правда? Даже если очень хочется. Тут никаких единиц нет. И близко. Во-вторых, функция синус нечетная. Знаем мы это? Синус минус х чему равняется? Минус х. Вот отсюда, например, вытекает сразу, что здесь должны быть только нечетные степени. Да? Только нечетные степени должны быть. Ну, не то, что вытекает, да? Потому что на самом деле, что вот тут происходит, мы не знаем. Но, по крайней мере, естественно, этого ожидать. Потому что приближение должно вести себя так же, как и сама функция. Да? Но вот насчет знаков, ну вот придется запомнить, что они чередуются. Так? Помните эквивалентность? Синус х эквивалентна х. Вот же, пожалуйста. Синус х эквивалентна х, потому что если мы перейдем к пределу, когда х стремится к x0, вот все эти добавочки будут убывать гораздо быстрее, чем сам х. И их можно отбросить в произведении. И вот получаем такое представление. Сразу из этого разложения. Можно было первый замечательный предел, но в свое время не выводить. Но на экзамене придется. А каким способом можно? Нет. Разве что вы в этом ответе выведете в начале формулу Тейлора в общем виде с сочленом, потом для Лагранжа, для Гауссиана. Проще, думаю, запомнить, как вывести первый замечательный предел. Так, косинус. Ага. Но еще на косинус у нас есть время, да? Косинус. Я потому это вот и не стирал. Производная косинус. Это минус синус. В нуле. Ну, то есть 0. Вторая производная косинус. Производная минус синус. Это будет у нас минус косинус. Это будет минус единица. Третья производная косинус. Дифференцируем минус косинус. Получаем синус. Получаем 0. И, наконец, четвертая производная косинуса. Это косинус. Вот, это единичка. Ну и на самом деле еще здесь полезно обратить внимание, что нулевая производная косинуса это единичка тоже. Единичка тоже. То есть у нас вот в этой последовательности все начинается с единицы, а потом идет чередование. 0, минус 1, 0, 1 и так далее. Главное здесь отличие в том, что ненулевыми являются слагаемые с четными степенями, с четными показателями степени, начиная от нулевой. Ну, теперь я уже это все могу стереть и записать ниже разложение косинуса. Опять же, гораздо проще мне начать с перечисления начальных членов. Значит, единица. Это как раз случай, когда k равняется нулю.
минус х квадрат пополам плюс х в четвертой на 4 факториал минус х в шестой на 6 факториал плюс и так далее. Ну, здесь, конечно, самое разумное взять х в степени 2n. Опять же, считая, что у нас n от нуля берется. Тогда здесь будет 2n факториал. Про скобки не забывайте, потому что иначе будет у нас n факториал только предполагаться, если скобки не рисуем. Ну а здесь минус единица в степени n. В случае n равного нулю мы получим единичку, а потом будут знаки чередоваться. Плюсу малое, от чего? Ну-ка часто вы скажете, от чего? Да, в степени 2n плюс 1. Вот так. Вот так ведет себя косинус. И видим, да, что мы бесплатно получили эквивалентность вот такого сорта. Она, правда, немножко по-другому записывалась, да, 1 минус косинус х эквивалентно х квадрат пополам. Ну вот это простейший вид формулы Тейлора, да, если взять всего два слагаемых. Теперь, хоть эти представления являются не настолько важными, но они так близки к синусам и косинусам, что грех о них не упомянуть. Давайте гиперболический синус рассмотрим. Гиперболический синус. Как вы помните, гиперболический синус производная равняется гиперболическому косинусу, а производная гиперболического косинуса равняется гиперболическому синусу. То есть, видите, знаки не меняются. Знаки не меняются. Поэтому эта формула справедлива вот для любых нечетных производных. Да? Я могу тут написать не штрих, а 2n плюс 1. Да? А если у меня будет гиперболический синус 2n производная, то я этот же самый гиперболический синус и получу. То есть тут все гораздо проще. Ну и мы помним, что в нуле гиперболический синус, как и обычный синус, равняется нулю, а гиперболический косинус, как и обычный косинус, равняется единичке. И вот, используя все эти простые факты, мы видим, что для гиперболического синуса тоже в разложении будут только слагаемые с нечетными показателями. И единственным отличием от обычного синуса будет то, что не будет минусов. Да? Все будут плюсы. Вот если именно на формулу Тейлора посмотреть, то тогда родство этих функций бросается в глаза. Да? Разложения почти такие же, только вот знаки немножко другие. Вот. А для косинуса, опять же, то же самое. Разложение по четным степеням, но только со всеми плюсами, опять же. Даже я не знаю, стоит ли это писать. Давайте я здесь для разнообразия напишу в виде суммы. Сумма k от 0 до n x в степени 2n плюс 1 поделить на 2n плюс 1 факториал плюсом малое от x 2n плюс 2. Это для гиперболического синуса. И гиперболический косинус сумма x 2n поделить на 2n факториал. Так, почему 2n? 2k запишем, да, 2k. 2k, здесь 2k, k меняется от 0 до n, плюсом малое от x 2n плюс 1. Вот так. Здесь должны быть, конечно, k. n только вот тут появится в сумме. Ну и, конечно, здесь будет n.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв, а остальные два разложения рассмотрим уже после.